всем известно, что котики это так мило. Раздобрят сердца любых имбецилов. DreamWorks Animation поэтому сняли мультпродолжение о коте-шалуне. Доверься мне. Ну как не поверить этим милым глазкам? Неужели? Вообще похую. Для тех, кто не в курсе, котяра из Шрека в предыдущей истории за яйцами бегал. Но вы не подумайте, со шпагой своей, да и с кисками Мурзик в ладах. Прошу любить и жаловать. Я кот в сапогах. За котика няшного подпишись на канал, позаботься, чтобы лайков с репостами рыжий набрал. Ну что, начинаем. А ты до конца, чтоб видос дотянул? Кто, блин, пернул? Сразу скажу, что мультфильм интересный, хотя есть моментами, где графон очень пресный. В общем и целом, здесь мнение ясное. Рекомендую, если... Хотите увидеть что-нибудь классное? Может быть. А может и нет. Не веришь в чудеса — твои проблемы. Стартует мультфильм в городишке Сан-Рико. Его в прошлой части спас авантюрный Мурлыка. Над городом взята была им опека. Но были побочные эффекты. Неприятно, да? Да. А впрочем, плевать. От популярности кот вообще страх потерял. Рискованным парнем и гулякою стал. На понтах каждый поступок стал его безрассуден. Ну и к чему это все привело? Кот в сапогах. Ты умер. Говно. Сочувствую. Можно матом? Разочек. Какого хера? Но, как известно, у котов 9 жизней. Сберечь остальные не было бы лишним. Как оказалось, шанс воскреснуть остался один. Вижу, он кретин. Расстроился рыжий, пожалел о былом. Снял сапоги, стал обычным котом. У кошатницы стала жизнь его обустроена. Так вот, где умирает достоинство. Без шума и пыли. Черное позорище. И так бы коту свои дни доживать. Но долги ведь за прошлое нужно отдать. За 8-то жизней. Обзавелся грешками. Спроситься за них многие захотели. В том числе и... Охотники за головами. Я в прошлом не копаюсь, и вам тоже не стоит. Бля. Не поспоришь. Конечно же, хоть и с опаской, но кот им всем навалял. Дружба на фриканутого пса получал. Под кота тупо косит, напялив на бошку пакет. Ты меня раскрыл, я собака-терапевт. Кто? В пальто. Пёсель в рисовке вышел плохой. Да еще и походу не дружит с башкой. Походу для рофла в сюжет был запихан балда. Малолетним дебилам понравится. Да. И это работает? Работает. Уходя от погони, кот встретил кису. В предыдущем мульте она его кинула в крысу. Рыжей морде помочь хочет, хоть и делает это надменно. Когда у тебя всего одна жизнь, она становится бесценной. Да, складно звонишь. Да им похер. Киса сказала, что такое можно лечить. Мифической хренью всей его жизни восстановить. В пути, мол, ему все расскажут подробно. Ой, как удобно. Как ты это сделаешь, хотел бы я знать. Не знаю. А кто знает? Дед Пихто, ебаную мать. И в путешествие пёселя взяли. По ходу сюжета на него повлияли. Как ожидалось, мелюзге сорвало чеку. Я тоже так смогу. Все, хватит. Не получилось. Морозко вокруг себя каких-то собрал. Как водится, много врагов на пути повстречали. Всем им, конечно, по щам надавали. Но попался им враг абсолютно отпетый. Преступный клан Златовласки и 3 медведей. Мать моя, чуваку не повезло. Этого мазафаку хрен убьешь. Такой златовлаский мир еще не видал. Когда-то им рыжий дело сорвал. Мечтает девчуля за это расправиться. Ведь нет ничего важнее семьи. Красавица. В конце ожидает нас хэппи-энд. Излечится наш в сапогах рыжий Кен. Думаете, испытания эти на кота повлияют? Ой, хрена с два. Такой же остался. Легенды не умирают! Бинго!
Болван. Согласен. Впрочем, это уже совсем другая история. Мульт получился, как ожидалось. Отличный, кот весь на пафосе и пёсель комичный. Графон лишь подводит в разных местах, но... Расслабьтесь, я же кот в сапогах! Почему не подыхаешь? Кто ты такой, черт возьми? Я Бэтмен. А ты лайков насыпь лупоглазым котам, подпишись и репостни своим ты кентам. Еще раз посмотри мое творчество, пусть и тягучее. А вы сыграйте что-нибудь жгучее! Ставлю им лайк. Ну что, кошаки, кот в сапогах 2 вроде как исследовал. Я же с вами не прощаюсь, но покедова. Пах, ёптать, и все.